Приветствую! Вы на канале Техревизор, а мы опять идем шерстить AliExpress. Ищем лучшие планшеты в преддверии Черной Пятницы. Кажется, сейчас идеальное время, чтобы присмотреть подходящую модель по выгодной цене. Тем более до Нового года осталось не так уж и много. Большинство из вас в курсе, что не все планшеты стоят внимания, а уж тем более денег. На одно интересное предложение найдется десяток подделок, которые либо через неделю сломаются, либо отнимут часы жизни постоянными лагами. Так вот, мы изучили рынок и подготовили топ лучших планшетов прямиком с китайского маркетплейса. Специально сортируем по цене, чтобы вы выбрали тот гаджет, который подойдет как по бюджету, так и по потребностям. Актуальную цену можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. Не будем томить, лишь напомним о важности лайков, чтобы помочь каналу пробиться в рекомендации. Ну а с подпиской не пропустите выход новых роликов. Начнем с простого планшета, причем во всех смыслах. BDF P30. Неудивительно, что вы не слышали о бренде BDF, потому что мы до недавнего времени тоже, но в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей особо за именами не гоняются. Куда важнее знать, с чем предстоит иметь дело. Модель P30 при всей своей внешней непрезентабельности имеет достойный IPS-экран, но с разрешением 1280 на 800 пикселей. При диагонали 10,1 дюйма вполне терпимое сочетание, то есть, как вы понимаете, по габаритам устройство не совсем компактное. На борту Android 12 версии, функционал которого довелось обрабатывать 8-ядерному процессору со сложным названием MTK6762 Octa-Core. Простыми словами, этого вполне хватит для повседневных задач, но на сверхпроизводительность рассчитывать все же не стоит. В нашем случае инженеры использовали 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт дискового пространства. Бывают комплектации скромнее, например, 4 гигабайта ЛЗУ и 64 гигабайта накопителя. К слову, если заинтересовало, проверить актуальную цену и конкретные характеристики помогут ссылки в описании. Как итог, имеем достойный планшет, который подойдет, например, ребенку. Особенно учитывая особенности конструкции, металлический корпус и кнопки. Возможно, сгодится для видеочатов и непритязательной съемки. Или как вариант посмотреть за едой видео в ютубе. Но опять же, держим в голове, что это бюджетный планшет с AliExpress без замашек на флагманское качество. Повышаем ценовые фильтры до 14 тысяч рублей, чтобы ознакомиться с моделью Blackviv Tab 13. Это бюджетный планшет начального уровня. Его основные достоинства — 10,1 дюймовый экран с разрешением Full HD. Довольно комфортно смотреть видео и работать с документами. Приятно удивляет наличие 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. На этом этапе уже закрывается большинство базовых задач. Процессор Helio G85, типичный для такой ценовой категории. Обеспечит работу системы и простых приложений без подтормаживаний. Камеры, как и ожидалось, на уровне бюджетного сегмента. Фотографии, скажем прямо, посредственного качества. В целом, планшет подойдет для нетребовательных пользователей, которым нужен большой экран для просмотра видео, интернет-серфинга и чтения. Школьникам и студентам совместит обучение и развлечения, но все-таки больше с уклоном в первое. Для серьезной работы или игр лучше выбрать модель попроизводительнее. Tab 13 предлагает привычный набор функций при скромных затратах. При этом аккумулятор на 7280 мАч гарантированно прослужит весь день без нужды в подзарядке. Поэтому можете рассмотреть гаджет в качестве варианта для долгих поездок. Поднимаем бюджет до 16 тысяч рублей, чтобы взглянуть на еще одного ноунейма — AldaCube X. Планшет сконструировали с упором на творчество. Приглянется начинающим художникам, дизайнерам или любителям изобразительного искусства. Большой 10,5-дюймовый экран с высоким разрешением идеален для работы с графикой. Отличительные особенности: поддержка стилуса с 4096 уровнями нажатия и магнитная Bluetooth клавиатура. В целом, гаджет спокойно сыграет роль полноценного графического планшета для рисования или сгодится в качестве мини-ноутбука для работы с документами. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Helio P90, в паре с которым стоит 8 гигабайт оперативной памяти. Опять же, этого хватит для комфортной работы с графикой и мультимедией. 128 гигабайт встроенной памяти — базовый объем для хранения проектов, но его можно расширить картой памяти. Продавец, у которого мы нашли AldaCube X, вообще предлагает заказать накопитель сразу вместе с планшетом. Ссылку тоже оставим в описании, вдруг пригодится. По сочетанию цены и качества исполнения устройство вполне реализует творческие задумки. Если ищете большой экран с заделом на функции графического планшета, определенно стоит обратить внимание. Для обычных пользователей, возможно, функционал избыточный, а потому лучше сэкономить на более доступных моделях.
Следующий планшет – Lenovo Xiaosin Pad Pro 2022. Стоимость перевалила отметку в 20 тысяч рублей, зато нашли уже вполне понятный бренд – Lenovo. За эти деньги стоит присмотреться к прошлогодней модели Xiaosin Pad Pro. Речь о версии, приближенной к флагманским показателям, ориентирована на пользователей, которым пригодится максимальная производительность, совмещенная с функциональностью. Из особенностей – 11,2-дюймовый OLED-экран с 2К разрешением. За качество изображения переживать явно не придется. С динамиками Dolby Atmos не стыдно включить друзьям новый трек или даже вместе посмотреть фильм. Производительность обеспечивает новый 6-нанометровый процессор Companion 1300T и 6 ГБ оперативной памяти. Поддерживается стилус Lenovo Precision Pen 2 для рисования и рукописного ввода. Как вариант для рабочих моментов, магнитная Bluetooth клавиатура. По сути, дополнительное приспособление превращает планшет в полноценный рабочий инструмент. Правда, они докупаются отдельно. Емкость аккумулятора 8200 мАч обеспечит долгую автономную работу, а быстрая зарядка значительно сократит время простоя. Планшет выжимает максимум возможностей в рамках своего бюджета. Определенно стоит рассмотреть, если ищете стабильное решение не только под развлечения, но и для работы. Смотрим, что предлагают за 24 тысячи рублей. Например, есть Doogee T20. 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2К покажет четкое видео без цветовых искажений и поможет в работе с медиаконтентом. Связка процессора Unisoc T616 и 8 ГБ оперативной памяти предусматривают комфортное взаимодействие с приложениями без лишних лагов. Встроенный накопитель на 256 ГБ вмещает много фотографий, видео и программ. Если и этого мало, задействуйте слот microSD с возможностью расширения до 1 терабайта. За счет 4 динамиков с поддержкой Hi-Res Audio качество звука не опечалит. Можно смотреть любимые сериалы или слушать музыку. При этом емкость аккумулятора на 8300 мАч, судя по отзывам покупателей, хватает на весь день. Для медиапотребления, веб-серфинга и общего использования этот планшет выглядит привлекательно. Всеми желанный баланс цены и качества соблюдается. Если не нужны какие-то специализированные функции, вроде поддержки стилуса или LTE, вариант определенно стоит добавить в корзину. А знаете, что мелочиться? Поднимаем бюджет в 2 раза, и тут нас встречает флагманская модель Xiaomi Pad 6, которая ориентирована на самых требовательных пользователей. Цена от 35 до 42 тысяч рублей, зависит от того, какие объемы памяти вы выберете. Итак, вернемся к самому планшету. В первую очередь он интересен тем, кому нужна предельная производительность для всего и сразу. Работы, учебы, гейминга. Во-первых, стоит отметить мощный процессор Snapdragon 870, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу, гарантирует высокую скорость работы любых ресурсоемких приложений. Разумеется, торможение и задержки практически исключены. Покупателю повезет пользоваться 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2880 на 1800 пикселей. Частота обновления 144 Гц. Обычно после такого уже не захочется возвращаться на меньшую герцовку из-за приятной плавности. Картинка четкая и не прерывается при просмотре видео или в играх. При заказе предлагают выбор объема оперативной и встроенной памяти 6,8 ГБ ОЗУ против 128-256 ГБ ПЗУ. В любом случае, даже минимального набора хватает для многозадачности и установки всех необходимых приложений. В целом, достойный претендент для личного пользования или приятного подарка. Собственно, больше растекаться по этому поводу нет смысла. Xiaomi Pad 6 – крепкая модель от известного бренда, и этим все сказано. Пришло время флагманов, стоимость которых выше 50 тысяч рублей. И тут у нас Samsung Galaxy Tab S8. Планшет по мощности сравнится разве что с космическим кораблем, как бы странно это ни звучало. С процессором Snapdragon 8 Gen 1 любая игра выдаст максимально возможное количество кадров в секунду, а 8 ГБ оперативной памяти удовлетворят аппетит самых прожорливых программ. Металлический и тонкий корпус, всего 6 мм, эргономично лежит в руке. При весе в 503 грамма удобно пользоваться в любом положении. Картинка будет не только детализированной за счет разрешения 2560 на 1600 пикселей, но и плавной. Все это благодаря частоте обновления 120 Гц. Есть встроенный стилус S Pen. Можно рисовать, писать, редактировать фото и видео. Чувствует нажим как настоящая ручка. Батарея на 8000 мАч работает 14,5 часов без подзарядки. Хватит на целый рабочий день и еще поиграть вечером. В общем, Samsung Galaxy Tab S8 это буквально планшет мечты для тех, кто ценит скорость, стиль и хочет творить с помощью S Pen. Конечно, за такие характеристики придется заплатить немалые деньги, но оно того стоит. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.